Привет! Я собралась ехать в Листвянку. Сейчас покажу, как туда добраться и что это за место, и на самом деле, как это все выглядит. Вообще Листвянка — это такой поселок, как я вчера уже говорила. Как раз с этого поселка берет устье реки Ангара, та, на набережной которой мы вчера гуляли. И, в общем, путешествие сегодня будет в Листвянку, и я покажу, что там интересного, что за место такое, и, может быть, даже удастся рыбки покушать местной. Я, если честно, очень надеюсь на это, я так хари захочу. Ну, в общем, едем, смотрим, путешествуем. Все покажу. Ну что, я, как всегда, опаздываю. Приехала в этот район центрального рынка. Центральный комплекс. Рынок. И местечко такое, где все маршрутки останавливаются. Именно на Листвянку сейчас подошла, спросила. Там вроде как будто бы наличными. И, соответственно, стоим в очереди. Вот там небольшая очередь в эту маршрутку. Сейчас, как сяду, я уже расскажу, как будет дальше проходить. Ну да, вот все в эту же маршрутку и стоят. Итак, я тихонечко поснимаю. Вот еще 155 рублей проезд. И определенное количество людей, как в маршрутке. Сейчас всех рассаживают. И все, едем. По-моему, по моим подсчетам, что-то около часа будет езды, потому что мы из центра города едем. На самом деле, туда гораздо быстрее и проще добраться. Ну, посмотрим. Вот, я решила выйти в Тальцах, архитектурно-этнографический музей. Очень он мне нравится, потому что здесь все такое руссконародное, красивое. И сейчас, я смотрю, здесь ремонт проходит. Прям вот музей Тальцы написано. И почему-то взяли с меня оплату так же, как до Листвянки. И Листвянка дальше будет в ту сторону, там буквально, ну, немножко, может, 10 минут доехать. И вот с этой стороны сейчас пойду входить, потому что... Хотя, что мне мешает? Ну да, пойду, наверное, с той стороны входить. Начну сначала, так сказать. Вот касса, вход без масок запрещен. И пошла. Да, везде написано, что вход только в масках. Такой домик, как избушка на курьих ножках. Вот тут немножко информации. Прикольно. Ну что, заходим, смотрим, что у нас тут есть. Время работы. Везде указано, чтобы масочки носили. О, внутри как красиво. Ох, темно. Так, тут можно ручки в порядок привести. Дипломчик, да, конечно, камера с собой, телефон, поэтому со светом будут немножко проблемы. Да, кстати, я забыла, здесь мастер-классы часто проходят. Раньше я даже до какие-то приезжала, в каких-то участвовала. Так, ну что, сейчас, ну здесь всякая сувенирная продукция, я так полагаю. Ага, и вот оплата у нас есть. Значит, входной билет 250 рублей. Ну и остальным скидочки. Все, беру. Пошла. Так, ну вот входной билет 250 рублей, как я и говорила. Сейчас пойду на контроль. Контроль там дядечка стоит. И будем проходить. Так как я отошла, я уже маску сниму. Потому что я одна здесь иду. Здесь вот туалет, кстати, рядом даже где. Вот здесь есть. Это, видимо, для таких, как я, которые в пути вечно что-то хотят. Сейчас буду показывать. Мне на самом деле здесь такой музей, где сохранены, вот насколько была, как я поняла, возможность, прям вот чуть ли не с самого начала, какие были строения и далее. Вот очень много таких исторических домиков здесь. И, конечно, потрясающий вид. Все, я себя убираю, потому что на меня смотреть не так интересно. На самом деле здесь очень красивый вид открывается. Сейчас вот. Сейчас немножко отойду. Прошу прощения за тряску. Просто посмотрите. Это как деревня. Что-то, я смотрю, здесь немножко переделывают, потому что вот этого всего раньше не было. Но, опять же,
4 года меня не было. Сейчас дальше вниз туда спущусь. Там на самом деле очень-очень будет мило и красиво. Хотя и здесь мне уже нравится. И вот в таких вот домиках как раз чаще всего проходят мастер-классы. Разные вообще. Сейчас вот буду проходить, покажу, какие там есть. Просто там на самом деле их много, и они все классные. И мне этот вид просто завораживает. Все, вот здесь уже водохранилище Иркутское начинается. Ну, как бы вот эта Ангара, вот почти у истока. Вот еще немножко после Тальцов поеду в Листвянку и покажу, где она начинается. Но вот здесь уже все, вот горы и Ангара, и если по направлению вот туда, там будет уже Иркутск. Вот уж такие торговые лавки начинаются. Здесь что-то, видимо, еще достроят, как я понимаю. Но моя цель спуститься вниз, зайти в трактир. И еще там на самом деле есть штука одна классная. Вот такой вот есть постоялый двор. Вот почтовая станция Малиновская. Малинка. Кабак тут есть. Вы просто посмотрите на это разнотравье. Я просто это все обожаю. Я так соскучилась по такому количеству травы в городе. Вот они, красивые ромашки. Ай! Мне кажется, даже лужи здесь как-то по-особенному смотрятся. Вот, добралась я начала осмотра. Здесь проезд уже не будет никакого. Information. И вот здесь парковочка. Такая достаточно большая парковка, я сейчас посмотрела. То есть, в принципе, если на машине ехать, вполне есть где остановиться. Ну и вот, начинается такая деревня. На самом деле, вот давно-давно еще, когда была здесь, начинался он немножко как раз прямо с дороги, и там прямо такие юрты стояли. Сейчас, видимо, начало осмотра все-таки здесь. Но сейчас посмотрю, может быть, будет еще какая-то информация или что-либо посмотреть. Ну, правила поведения тут понятно. Посидеть можно. Место для курения. Отлично. Ну все, идем туда. Здесь тоже туристы гуляют. И вот получается как улица. И дальше, как будто ты в деревню приходишь. И в каждый дом можно заходить. Вот сейчас просто возьму, в ближайший зайду. Я, конечно, в парочку загляну. Ну вот, к примеру. Усадьба крестьянина Зарубина. Вот прям информация везде есть. Сфокусировался. Угу. Вот, это из деревни Йодарма. Видимо, где-то это вот, да, Усть-Илимский район Иркутской области. Вот они оттуда привезли весь этот дом, всю вот эту усадьбу. И, соответственно, ее вот здесь как поставили, как заново построили. И входить можно вот везде. Прям вот входим. И вот здесь, видимо, какое-то подсобное хозяйство. Там можно все посмотреть. Всякие колесики, не колесики. И зайти вовнутрь. Сейчас я зайду, посмотрю. Я надеюсь, сильно телефон трясти не будет. Написано: экспонат руками не трогать. Ну, туда на задний двор можно сходить, в принципе. Ну-ка. Тут, наверное, животные всякие содержались. Все понятно. Ну, как бы пойдем дальше. О, вот в домике выставка. Тальцинский звон называется. Здесь, в общем, когда-то был завод просто стекольный, стеклодувный, стекольный, как-то что-то такое. Ну-ка, прочту, может быть, будет побольше информации. Ну вот, пожалуйста, да, для особенных. Ла-ла-ла. Вот, состоит усадьба из избы, завозни, зимовья, 2 амбаров, стайка с повятью и баней. Господи, я половину слов-то таких не знаю. Ну, ладно, в общем, если что, ставьте на паузу, и будет понятно, что вы прочли. Сейчас я хочу зайти, посмотреть, что там за выставка. Буду так объяснять вам. Про стекольный завод. Стекольный завод находился здесь, на этом месте, где и находится вот этот музей Тальцы. Когда-то был там одним из лучших. И здесь дайверы, дайвер, да, я надеюсь, я правильно говорю, они, когда спускаются на
дно озера Байкала, они собирают там периодически все вот эти стекляшки. Там такие маленькие даже баночки есть, прям мензурки маленькие. Я подозреваю, что здесь я их смогу увидеть вот в этой выставке. Я покажу, потому что знаю одного мужчину, он в своей усадьбе здесь неподалеку как раз устроил вот просто свой домашний такой музей. Он все, что собирает со дна Байкала, все, ну, как бы вот у него там все выставлено. Ну, как бы, к сожалению, попасть к нему сейчас, понятное дело, не смогу, но есть люди, которые вот как раз собирают, и это как раз потому, что я говорю, что там, да, там прям маленькие бутылочки, всякие бутылечки, всякие, они настолько милые и красивые, что, я не знаю, на них даже смотреть интересно. И вообще он много там вещей всяких собирал, но мы сейчас идем вот Тальцинский звон смотреть, что там за выставка, и посмотрим. Ну вот, чтобы так в курсе были, чтобы у вас было общее представление, что здесь был стекольный завод. Сейчас камеру переверну, чтобы было удобнее. Карта. Часть Байкальского района. Ну, как везде, в любом музее. О, кстати, да, у нас же очень много красивых камней. И потом, когда поеду в Листвянку, там продается очень много всяких изделий из этих камней. О, боже, как красиво. Большую часть, конечно, даже не догадываюсь, как называется. Ух ты. Да, все стеклышки. Люблю все такое старенькое. 1908 год. Сейчас меня убьют за то, что я затронула. Русская печка. У моей бабушки в деревне была такая русская печка. На ней можно было, вот там, скорее всего, ну, трогать уже не буду, наверх залазить можно было и спать. А готовить именно вот здесь. Вот и сувенир есть. Вот о чем я говорила как раз. Все стекольные изделия. Очень красиво. Вот такие, наверное, все уже видели. У всех, наверное, у бабушек, у всех подряд есть. А вот эти сейчас вполне себе в тренде. О, с удовольствием бы такие купила рюмочки. Очень красивые. И вот такие игрушки, наверное, тоже у многих остались. О, образцы цветного стекла. Поближе посмотрим. Ой, красивые какие. И вот так здесь в каждой избушке, в каждом доме. Вот что-то такое. Руссконародное совсем. Смотрите, фотографии какие. Красиво. А там иконы стоят. Ох, их не видно. А вот еще стенд. Вот про такие мензурочки я говорила. Посмотрите, какие хорошенькие. Маленькие крошки совсем. Ой, какие же они изящные. Какие-то осколочки остались. Так, это все 20 век. 1950 год, металл. Вот, все, что вот это стекольное есть. Ух ты, даже трость есть. О, вазы да. Вазы, мне кажется, сейчас актуальны такие. Красиво. О, прелесть какая. Чернильницы в виде гири. Вот они все тоже. Баночки синие. А вот эти, вот я просто, меня вот умиляют такие баночки. Но настолько же они миленькие, маленькие, хорошенькие. Кварц. Литовый известняк. Кварцит. Ну это породы, видимо, какие здесь присутствуют. Коллектив. Да. Вот, да, стеклозаводы. Вот о чем я говорила, про стеклозавод. Сожгли его. Что-то с них приключилось. Ох, отсвечивает, конечно, но очень красиво. Ну все, пойдем дальше. Надеюсь, опять не будет сильно трясти камеру.
В общем, в каждый дом можно вот так заходить, абсолютно. И в каждом доме будет что-то такое старинное и так далее. Вот дальше еще буду проходить. Сейчас еще раз хочу посмотреть. Вообще, раньше и сотрудники все ходили в такой руссконародной одежде. Мне это жутко нравилось. Ну вот сейчас еще пару домов зайду, покажу вам. А далее, я думаю, у вас будет... возникнет желание съездить на Байкал, заглянуть по пути в Тальцы музей и прогуляться, посмотреть своими глазами просто это все. Смотрите, какие избушки. Просто обожаю вот такие. Написано «Кружечный двор». Кружечный двор, государев кабак. Чего? Что там, 17-18 век, в котором хранились и продавались спирт и пиво местного производства. Все понятно. Все ясно. Пойдем попробуем посмотреть. Может там... нет, там закрыто. Жаль. Вот туда сходить, посмотреть. Там вот целое... там сувениры. Ну, все понятно. Это моя болезнь. Ой-ой, прям боюсь уже. Я всякие люблю, потому что они... ну, совсем такие старинные, красивые. Что-то в них есть. И на фоне гор, конечно, очень красиво. Живописно. Как будто к бабушке в деревню приехала, серьезно. Кстати, да, как я вам и обещала, я буду везде ходить и каждый раз тыкать, что везде есть посидеть. Не просто так, а везде есть посидеть. Это вам Сибирь и это вам Байкал. Здесь везде можно присесть, отдохнуть, насладиться окружающим прекрасным видом и просто отдохнуть, перевести дух. Снимать можно бесконечно. Сейчас еще парочку вам поснимаю. Вот в сувенирчики захожу. Сейчас пройдем дальше. И вот усадьба Сотая, конец 18-19 веков, село Бельск. Даже не знаю, где оно здесь находится. Ну все, малыши уже набрали свистулек. Ну что, пойдем смотреть? Нет, я не могла просто мимо, конечно, пройти. Вот у моей бабушки один в один вот так открывалась дверь. Вот серьезно. Там закрыто. Ну вот серьезно, вот просто вот так же. Оторвали уже, да? Кстати, как я говорила, всякие изделия из этих же камушков. Мама у меня, кстати, жутко любит такие расчески. Ну вот. Сейчас по улице по этой пойду. Фельдшер, пожалуйста. Все такое зелененькое, красиво. Тут пофоткаться можно. Прикольно. О, люди фотографируются. Опа, здесь будет грех не сфотаться. Ребята, она работает. Спасская Преображенская башня Илимского острога. Ой, хочу. Сейчас зайду тихонечко, там так красиво поют. Ой, я, как обычно, не успела послушать, ну ладно. Там, кстати, можно приобрести вот исполнителя этого музыкального произведения. Я немножко так покажу, что внутри. О, прикольно. Как чертеж. Ой, все, я такие слова не понимаю. Классно. Пойду дальше. Кстати, церковь эта, она 1609, что ли, я сейчас услышала год. Полностью выполнена из дерева. Вообще классно. Пойдем дальше гулять. Угу. Церковно-приходская школа. Ну-ка. О, так она работает. Одним глазиком буквально. В общем, скажу правду. Обожаю это место, знаете, за что? Вот за эту улицу, на которую мы сейчас пойдем. Серьезно, я ее обожаю. Вот начинается уже ткацкая мастерская. Я сейчас буду
просто заходить в каждый, показывать, что есть, и идти дальше. Вот позади меня, вот прям по всей улице. Вот эту улицу я просто обожаю. На секундочку. Ну, я еще покажу кое-что. Там качельки есть. Я хочу на качельки. Продолжение в следующем видео. А я пока покачаюсь.